Всем привет, с вами Тори-чан. Уже почти год прошел, как мы переехали из Токио в префектуру Сайтама, из квартиры в частный дом. Поэтому сегодня я хочу подвести итоги нашего переезда из города в деревню и рассказать, как изменилась наша жизнь за этот год, в чем плюс, в чем минус жизни не в крупном городе в Японии. Итоги этого года, год спустя нашего переезда, начну с хорошего. Первый плюс и самый большой плюс жизни в Сайтама и, в принципе, в любой префектуре, кроме Токио, это то, что здесь намного дешевле. Особенно дешево здесь снимать жилье. По сравнению с Токио здесь, наверное, в 1,5 раза дешевле. И недавно я прочитала такую интересную вещь, статистика, которая рассказывает о том, что жители Токио, они беднее всех других жителей Японии, если сравнивать, сколько у них остается денег свободных, которые они могут тратить на себя. То есть, когда вы выплатили все ваши затраты на съем квартиры, на коммуналку, на все вы потратили деньги, да, сколько у вас осталось, когда сравнили, сколько остается у людей, живущих в Токио, и у людей, живущих в других префектурах, оказалось, что живущие в Токио, они в конце месяца остаются, у них очень мало денег свободных на себя остается. И парадокс в том, что обычно люди переезжают в столицу, чтобы зарабатывать больше, чтобы была работа лучше, чем где-то в префектуре, где-то в округе. Но в Японии не настолько большой разброс зарплат, как, допустим, я знаю в России, да, большой разброс зарплат по разным городам. В Москве огромные зарплаты, где-то в маленьком городе очень маленькие. В Японии такого нету, здесь разница зарплат живущих в Токио и не живущих в Токио небольшая. Те, кто живет в Токио, они зарабатывают на $200-300 больше, чем те же люди, кто работает по той же специальности, но в другой префектуре, кроме Токио. Поэтому зарплата выше на $200-300, но при этом жить в Токио в 2 раза дороже, чем в других префектурах. Например, мы жили когда вдвоем в квартире в Токио. Я рассказывала, что у нас была квартира 45 квадратных метров, и стоила она $1500, что не так уж и дорого для Токио, для центра Токио это даже дешево. А здесь, в Сайтама, мы переехали в частный дом, 77 квадратных метров, и при этом он стоит $1000. $1000 в месяц аренда, что очень дешево для Японии. И особенно для такого метража. Второй плюс то, что район у нас очень тихий. Если опять же сравнивать с Токио, здесь людей вообще нет. Как видите, пустые улицы. Сейчас, конечно, будний день, но даже при этом люди здесь просто живут, спят. Поэтому здесь птички летают. Здесь нет ни офисов, ни магазинов каких-то больших, ничего нет, только жилые дома. Иногда встречаются маленькие апартаменты, но в основном вот такие вот частные жилые дома. Вот такой вот старенький домик. Кто-то сушит вещи в хорошую погоду. Видите, все сушат вещи. Мы не сушим, у нас есть сушка, но в Японии вот так вот многие делают. Футон, матрас вывешивают вот так. Многие выращивают что-то. Вот здесь много фруктовых деревьев. Это все японский цитрус юзу, о котором я много рассказывала. Много кто выращивает хурму. Смотрите, какое огромное дерево с хурмой. Обычно хурма висит, ее никто не срывает, даже владельцы. Бывают те, кто срывает, собирает урожай, но часто людям просто лень это делать, потому что, смотрите, какое огромное дерево, это надо лезть, собирать. И, во-вторых, она не такая вкусная, как в магазине, когда она специально выращенная для того, чтобы ее есть. Мало у кого здесь есть свой большой сад, мало территории вокруг дома, поэтому люди выкручиваются как могут.
вот так вот вешают на забор растения. Но, знаете, смотрится даже при этом красиво, как мне кажется, даже без большого сада. Третий плюс — это, хоть я и говорю, что мы переехали в деревню, по факту это просто спальный район. Здесь есть все, только в меньшем количестве, чем в Токио. Здесь есть в пешей доступности огромный супермаркет, где есть абсолютно все. Здесь есть небольшие магазины комбини круглосуточные. И что мне лично особенно нравится, здесь также есть небольшие магазинчики с местными овощами, которые выращены в Сайтама или недалеко от Сайтама, местными яйцами и так далее, фруктами. Четвертый плюс: в своем доме все же больше свободы. У нас есть свой двор, где мы можем делать барбекю. Мы не могли делать барбекю, понятное дело, на нашем балконе в квартире, потому что это очень много неудобств будет доставлять людям, кто живет рядом с нами. Как я уже показала, японцы часто вывешивают свою одежду сушиться на балкон, и если у кого-то пропахнет одежда нашим барбекю, шашлыками, то тогда нас могли бы выселить из квартиры. В своем доме же такой проблемы нет, потому что у нас есть свой двор, никто на нас не будет жаловаться. Многие люди тоже делают барбекю, кто здесь живет, а также в своем доме можно шуметь, приглашать друзей, устраивать вечеринку и не бояться, что внизу соседям будет слышно вас. Больше всего за этот год изменился наш двор. Можете сравнить с нашим первым видео о переезде рум-тур. Совершенно два разных дома. Докупили много растений, чтобы вот так вот сделать живую изгородь, забор, чтобы нас было не слишком видно с улицы, когда мы по утрам здесь пьем кофе. И здесь очень мало места перед самим домом, как и в принципе везде в Японии. Мало у кого есть свой сад, земля дорогая. Как видите, это все, что у нас есть. Буквально пару квадратных метров, и сразу же вот здесь вот дорога. И хоть по дороге и не ездят машины здесь, ходят только те, кто тут живет, все равно было как-то слишком открыто, чтобы здесь по утрам выходить на улицу. Вот, поэтому мы договорились с нашим владельцем дома, он оказался невероятно добрый дедуля, и он нам сделал вот такой вот забор для нас, причем бесплатно. И мне кажется, что смотрится уже намного лучше с этим забором, более все закрыто, поэтому я очень довольна, что мы договорились и нам сделали забор. Многие спрашивали, почему он такой низкий, почему внизу дырка. Это потому что изначально здесь уже был забор, сделанный, вот получается, вот такой вот. Изначально такой забор уже здесь был, который ограждал наш дом и соседний дом. И здесь, видите, дыра внизу, то есть он не до конца идет, не знаю почему, дизайн. И мы под него, получается, новый забор точно такой же делали. И поскольку здесь небольшой наклон, дыра постепенно увеличивается, и здесь вот она уже такая большая и заметная. Но даже так намного лучше, как по мне. Поэтому это первое, что изменилось. Второе, поскольку у нас появился забор, мы решили его использовать и повесили вот такой вот тент, как видите, чтобы летом было не слишком жарко. Когда мы жили в Токио, у нас был большой балкон, где мы выращивали много наших деревьев, оливы, лимоны, и мы все их привезли с собой в Сайтама, потому что это наша семья, и они здесь тоже прекрасно себя чувствуют, как видите. Даже некоторые деревья я пересадила в землю, как, например, вот эту оливу, оливковое дерево, оно стало огромное, как только я его пересадила в землю. В отличие от балкона в апартаментах, такой сад перед домом более открытый, на нас смотрят люди, которые проходят мимо, но даже при этом мне нравится больше здесь, потому что за растениями ухаживать намного проще, их проще поливать, потому что есть нормальный водоотлив.
Убирать и ухаживать за таким садом тоже проще, чем за садом на балконе, и растения растут намного лучше здесь. А также два бонуса, возможно, не всем покажется, что это плюс. Первое, на удивление, даже не в городе, а в такой относительно деревне, в частном районе, не так много насекомых, как я ожидала от Японии. Думаю, многие знают, что в Японии влажность высокая, тараканы летом обязательно, даже в квартире появляются пауки и так далее. В общем, есть много радости жизни в Японии летом. Но в нашем доме за все лето ни разу не было ни одного таракана, что удивительно, потому что обычно говорят, что в частных домах насекомых больше, ты все же ближе к земле, но нет, и даже в нашем дворе у нас, максимум пчелки летают, иногда какие-то бабочки. В принципе, ничего такого ужасного, как я ожидала и готовилась, нет. И второе, в нашем доме есть камин, буржуйка, называйте как хотите, но это то, что я очень хотела. В Японии редко встречаются дома, где можно топить дровами, поэтому я теперь наслаждаюсь камином, когда у нас холодно. Но не все так идеально, конечно, есть и свои негативные аспекты в переезде из Токио в более маленький город. Первый и самый большой минус для меня — это то, что мы переехали вроде как ближе к природе, как говорится, но здесь совершенно нет парков, нет места, где можно погулять, пробежаться или там поездить на велосипеде. Природа по факту далеко, она стала еще дальше, чем была, когда мы жили в Токио, потому что Сайтама очень большая префектура, и до природы, до гор, до озер, моря из Сайтама очень далеко ехать. Мы живем в частном секторе, в жилом спальном районе, где по факту только дома и машины, дороги, и парков очень мало, поэтому для меня это довольно большой минус, и это не совсем то, что я ожидала от переезда из большого города в маленький город, хотя, наверное, это логично. И второе, несмотря на то, что это дом не в Токио, здесь тоже нельзя держать домашних животных. Хотя это дом, и казалось бы, что в домах должно быть отношение попроще к этому, но нет, в Японии очень тяжело заводить домашних животных, потому что мало где в съемных квартирах и домах их разрешают держать. Поэтому это, наверное, самые два больших минуса нашего переезда. Негде гулять, нет природы, и то, что мы не можем завести никакое животное, даже переехав в Сайтама. Также многие спрашивают насчет машины. Неужели это не минус переезда в маленький город, что нужна машина и без нее никуда особо не уедешь? Да, такое есть в реально маленьких городах Японии, где нет развитой транспортной системы, но мы переехали в более не менее развитый, хоть и маленький город. Нам вполне хватает общественного транспорта, недалеко от нас есть автобусная остановка, также есть большая станция, от которой можно доехать до Токио всего лишь за час на поезде, поэтому машина нам особо здесь не нужна, и у нас ее нет, хотя мы могли бы, конечно, ее купить. Вот такая наша парковка, хоть у нас и нет машины, все равно здорово, что парковка есть, потому что стоимость парковки в Токио как стоимость небольшой квартиры, $600-700 в месяц. В Сайтама дешевле, $200-300 в месяц, но все равно это дорого, поэтому если мы захотим машину, то уже легче, когда есть своя парковка. Но пока мы ее не используем, мы храним здесь наши дрова. Это 400 килограмм дров для нашего камина. Балуемся иногда. Также некоторые вещи, которые в дом не помещаются, как такая вот большая лестница. Знаю, что спросят, да, в Японии не воруют, когда вот так вот просто на улице почти вещи лежат, поэтому мы не волнуемся за наши вещи.
В общем, я и Изами очень довольны нашим переездом, мы рады, что мы смогли решиться на такой шаг и не можем себе представить нашу жизнь сейчас в квартире нашей маленькой в Токио. Но все же есть минусы у этого места, у этого дома, у этого района, которые нас не устраивают, поэтому это не наше окончательное место жизни. Мы еще долго будем думать, где мы хотим жить, какое наше идеальное место. Скорее всего, в Японии, но посмотрим. Может быть, мы переедем куда-то, мы еще не знаем куда. Так что буду держать вас в курсе. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока!